Итак, приветствую вас, друзья, на моем канале. 3 июля 2025 года. Быхов. На связи велолетописец. Продолжаем снимать хроники города Быхова. Мы на вокзальной площади. Здесь берет начало улица Гуляма Якубова. Будем двигаться по ней. Как видите, раннее утро. Один ролик уже отснят. Решил снять еще для вас что-нибудь. Прямо по курсу у нас будет справа примыкание переулок Гуляма Якубова. На его мы вернемся. Пока продолжаем движение по улице Гуляма Якубова. Так, друзья, кто это такой? В общем, это уроженец Узбекистана, герой Советского Союза Гулям Якубов, командир роты 556-го стрелкового полка 169-й стрелковой дивизии. В общем, удостоен звания Героя Советского Союза за мужество, проявленное в ходе сражений. Здесь у нас получается по левую руку железнодорожные пути, по правую дома, магазин. Съезжаем с дороги, видите, машина сзади. Продолжаем съемку. Ну и здесь мы упираемся в улицу Красноармейская. Друзья, будем перемещаться на переулок Гуляма Якубова. Итак, друзья, согласно картам, переулок Гуляма Якубова начинается здесь, на улице Ленина, движется вдоль этой пятиэтажки и, получается, заворачивает налево. Здесь у нас по правую руку далее парк, поэтому слышны карканье ворон. Парк 50 лет Победы уже отснят. В общем, мы заворачиваем с вами налево, далее по переулку Гуляма Якубова. Переулок будет упираться в улицу Гуляма Якубова. Мы ее отсняли только что.
Итак, выезжаем прямо на улицу Гуляма Якубова. И здесь у нас состав движется. Переместимся с вами еще на одну улицу. Итак, друзья, переместились мы с вами на перекресток между улицей Искалиева и улицей Железнодорожная. Но мы будем двигаться по улице Искалиева. Улицу Железнодорожную я уже отснял в рамках роликов про капониры. Мы движемся по улице Искалиева. Итак, друзья, Сундут-Кали Искалиев, герой Советского Союза, погиб в боях за освобождение Беларуси во время Великой Отечественной войны. Был автоматчиком в 556-м стрелковом полку 169-й стрелковой дивизии, которая участвовала в освобождении Быхова. Так, друзья, здесь у нас перекресток и заезд на вокзал. Проезжаем. Движемся далее по улице Искалиева. Итак, друзья, справа у нас железнодорожные пути. Движемся параллельно им и параллельно улице Гуляма Якубова. Итак, Искалиев проявил исключительный героизм, первым ворвавшись во вражескую траншею и закрыв своим телом амбразуру вражеского пулеметного дзота. Итак, друзья, движемся с вами дальше по улице Искалиева. Пешеходная дорожка здесь сворачивает на другую сторону, поэтому мы с вами тоже завернем. Поедем по ней. Друзья, хотел отснять для вас сушильный. В том году казалось, что съемка запрещена. И действительно, по закону, если есть какие-то определенные условия, съемка заводов, фабрик по усмотрению директора может быть запрещена даже снаружи. А это подпадают фабрики со сменным режимом работы. Насколько мне известно, сушильный именно такой. Но отснят он довольно неплохо со всех сторон. Так что, возможно, выложу
когда-нибудь попозже. А мы с вами движемся по улице Искалиева. И здесь у нас перекресток. Упираться будем в улицу Красноармейская. Согласно картам, улица Искалиева здесь будет заканчиваться на этом перекрестке. Так, друзья, проезжаем перекресток. И здесь начинается после этого перекрестка с улицы Красноармейская, улица Максима Богдановича. Итак, друзья, кто такой Максим Богданович? Ну, я думаю, все белорусы знают. Это белорусский поэт, писатель, публицист. Внес вклад в развитие белорусской письменности, распространения ее своими трудами. Вот в честь него, получается, названа эта улица. Из-за растительности не видно здесь дома, получается, по левую руку. Возможно, стоит попробовать отснять осенью, чтобы были видны дома. Итак, здесь всякие переулки налево, никак не обозначены на картах. Просто проезжаем. Здесь у нас склон. Будем подниматься. Ну и справа тянутся железнодорожные пути вдоль всей улицы. Так же, как тянулись вдоль улицы Искалиева и вдоль улицы Гуляма Якубова. Так, остановку транспорта проехали. Продолжаем наше движение по улице Максима Богдановича. Ну и прямо по курсу улица Максима Богдановича будет заканчиваться, будет упираться в улицу Советская. И наш ролик, друзья, подходит к концу. Спасибо, что досмотрели до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Поздравляю всех с Днем Независимости